Уже чуть меньше недели остается до старта нового сезона в eFootball и того самого глобального обновления до версии 3.4.0, которая помимо контента также обещает привнести с собой изменения и игрового процесса. И если о контенте мы говорили не так давно, в целом рассуждали, какой контент может быть, даже была приведена какая-никакая, но все-таки конкретика, то о геймплее мы до этого особо не говорили, что и предлагаю исправить в рамках сегодняшнего ролика. Поговорим, что же может измениться в геймплее после обновления до версии 3.4.0. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Стоит отметить, что за последнее время всякие обновления, которые были вместе с новыми сезонами, которые выходили по ходу того или иного сезона, особо на игровой процесс не сильно-то и влияли. Но, может быть, да, там исправляли какие-то небольшие баги, ошибки анимации и прочие моменты. Но, скажем так, вот чтобы глобального перелопачивания особо не наблюдалось. И учитывая, что с момента тех же самых осенних обновлений прошло уже достаточно времени, стоит ожидать, что этой весной мы получим очередное существенное обновление геймплея. Сам факт, что геймплей как-то видоизменят, он не поддается сомнению. Вопрос заключается лишь в том, насколько глобальными будут эти изменения. Но, как мы знаем из нашего предыдущего опыта той же eFootball 2023, Konami вроде как пытаются перелопачивать геймплей каждые полгода. Ну, как сказать перелопачивать? Как минимум менять баланс. И как раз таки тема того самого баланса и стоит на повестке дня будущего обновления до версии 3.4.0. Учитывая, что с каждой новой недели в игре появляются все новые и новые эпические карточки, какие-то спокойно переваливают за тот же рейтинг в 100 пунктов, неудивительно, что баланс между теми же нападающими и защитниками, он меняется, и меняется не в лучшую сторону. В игре немало интересных защитников, но все-таки, если учитывать высокорейтинговые карточки между нападением и защитой, период все-таки будет в сторону нападения. И поэтому подобные моменты необходимо корректировать. А поэтому, что можно сказать наверняка, что после обновления до версии 3.4.0 баланс у большинства карточек просто слетит к херам. Объясню на конкретном примере. Возможно, вы и сами это нередко замечали по ходу игры. Например, выловив Мухаммеда Салаха из команды недели еще в прошлом году и в течение игры за него на протяжении этих уже 1,5 лет, я неоднократно замечал, что Салах играет лучше на фланге, хуже, когда он не забивал очевидные моменты и забивал, наоборот, неочевидные моменты. Все это говорило о том, что баланс карточки скакал из крайности в крайность. Вот он играет чересчур плохо, а вот он играет чересчур хорошо. Хотя для подобных видоизменений даже не нужно ждать каких-то прям глобальных изменений игрового процесса, поскольку баланс у карточек скачет и без этого. Банально после каждого оперативного обновления карточка, которая появилась в игре на предыдущей неделе, уже на следующей неделе, чувствуется уже не так прикольно, как она чувствовалась поначалу. А поэтому, как бы не был хорош новоиспеченный Баджо, от которого большинство игроков просто в восторге, скорее всего, в ближайшее время, если не уже, не знаю, когда выйдет этот ролик, он не станет играться чуть хуже. И добавлю немножко впечатлений от себя, потому что за последнее время, как по мне, геймплей действительно изменился. И не знаю, как у вас, но у меня в большинстве матчей за последнее время результаты стали какими-то хоккейными, там 3-4, 4-4, 5-4 и так далее. То есть забивается и пропускается крайне много голов. Вратари стали пропускать уж чересчур какие-то легкие мячи, защитники стали вновь менее эффективными, но при всем этом не сказать, что трудно забивать в ответ, поэтому, опять же, результаты и такие вот, скажем так, опять же, хоккейные. И, как по мне, это опять же вопрос того же самого баланса. И есть высокая вероятность того, что как раз-таки после того самого глобального обновления баланс вновь видоизменится. Очевидно, что изменения геймплея одним балансом не едины, но о чем-то говорить конкретно не приходится, поскольку все изменения игрового процесса становятся очевидными только после самого выхода обновления. А когда Konami действительно берутся за исправление и изменение игрового процесса, после этого они действительно предоставляют заметные изменения. В частности, приводят список этих самых изменений, как выглядело и работало это до этого, и как это выглядит и работает сейчас после обновления. Поэтому нечто подобное и ожидаем 7 марта. Именно тогда и ожидается выход нового обновления и старт нового сезона. Ну а что думаете насчет геймплея вы, дорогие друзья? Как играется в eFootball вам? Насколько хоккейные счета получаются у вас? Или же у вас все достаточно обыденно? 0-1, 2-1, 1-1. В общем, пишите, буду рад ознакомиться.
Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Подписывайтесь на наши соцсети, поскольку, повторюсь, 5-й сезон не за горами. И как только он стартует, по возможности будем освещать все это дело в наших соцсетях и на этом канале соответственно. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!